Гусары молчать. Всем привет! С вами очень злая Карина Загоскина, которая, во-первых, хотела выйти в эфир совсем в другом имидже, соответствующем названию этой группы, но к своему величайшему сожалению, вернее, к своей яростной злости я потеряла часть реквизита, он просто растворился где-то во тьме. И поэтому Даша молчи. И поэтому мне пришлось быстро очень импровизировать. И сегодня у меня день войны с чем у меня войны? Как это говорится? С интерфейсами, да? То есть вот, собственно, и с попытки выйти в прямой эфир по задумке организаторов этого паблика получились. Вернее, они были тщетны. Давайте тихоньку набивайтесь. Значит, это у нас особенный эфир, да? Опущение по лестнице и как бы статуса, или как это, нет. Когда ты стареешь, короче говоря. Переход в другое возрастное... Я слова забыла, короче. Я сейчас так ругалась матом, что я литературные слова забыла, и поэтому я сейчас, короче, попытаюсь русский язык литературный к своей речи, но, видимо, ничего не получится. Итак, давайте, ладно, эмоции в сторону. С вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Да, вот такая вот я офигевшая, охреневшая мадам. А вы в курсе вообще, что колпак у повара, да, он не просто колпак, а количество его складочек на колпаке соответствует количеству блюд из яиц, которые он может приготовить. Так вот, колпак на моей голове с этим огромным количеством складочек символизирует то количество зефирных рецептов, вернее рецептов зефира, вкусов зефира, которые могу приготовить я. Я поленилась их считать, но я уверена, что я вкусов приготовлю гораздо больше, чем здесь этих складочек. Ну, не обессудьте. Вот. И поэтому колпак. Итак, почему же я королева зефирных цветов? Ну, просто потому, что я одна из первых, кто стала заниматься зефирной флористикой на заказ и дальше преподавать. Я первая стала делать и научила, и те, кто делает сейчас, они делают после моего обучения, делают такие вот парные огромные цветы из зефира. В данном случае я буду своим колпаком задевать свой невысокий потолок. Здесь у нас цветы диаметром 11-12 сантиметров, диаметр букета 45 сантиметров, всего-навсего 7 цветов, и вы имеете вот такой шикарный, потрясающий воображение букет с вау-эффектом. Цветы из моего зефира, вообще мой зефир считается самым среди тех, кто им работает в сравнении с другими рецептами, считается самым вкусным, и клиенты это подтверждают. Он мало сладкий, он очень ароматный, он очень простой в приготовлении, он получается практически у всех, самый быстрый. Вот, я сейчас мы сегодня с вами прямо засечем время, за сколько мы с вами сделаем зефир. Вас засечь. Итак, у меня традиция в прямом эфире, я всегда спрашиваю всех, кто смотрит сейчас эфир, чем вы сейчас занимаетесь, помимо того, что пялите. Так, цветы натуральную величину, малосладкий зефир, зефир на я. Автор королевского пиона, сейчас принесу. Это вот такие плюшки, вот такие огромные цветочки с такой структурой тоже придумала я. Дальше лилия, натуральную величину, объемная, практически как настоящая. Тоже мое произведение. Вот такие вот лилии. Видите, кусочки отломила. А нет, вот с этой стороны. Отломился у меня лепесток.
Это у меня засушенный букет для демонстрации на эфирах. Я им хвастаюсь. А так у меня они всевозможных цветов. Розовые, белые, оранжевые, там серо-малиновые, желтые, какие угодно. Да, я делать начала. А теперь за мной повторяют все. Ну не все, которые повторяют. Цветы по фотографии, букеты по фотографии. Это первый букет по фотографии. Я его тоже засушила, им хвастаюсь. У меня там все качается, потому что подсохло и не закрепленное некоторые вещи. Вот, он у меня стоит, вернее лежит на память, тоже хвастаться по фотографии. С фотографией надо будет опять мне напомнить, разместить фотку и этот букет. Но, по-моему, в рекламном посте есть. Вот, здесь просто похвастаюсь, у меня букетики сейчас собираются к фотосессии. Вот такой вот интересный букет, как раз таки говорящий о том, что вряд ли во флористическом магазине наши с вами заказчики смогут найти такое сочетание, как василек и роза. А мы можем такой букет ему, заказчику, создать в любое время года, в любое время суток. И нет ничего невозможного для зефирной флористики. Совершенно потрясающее сочетание цветов. Все это возможно, все это в наших руках. И чем еще я отличаюсь? На моем курсе новом онлайн, который скоро уже стартует, мы будем изучать 40 видов цветов. Причем система обучения у меня построена таким образом, что от простого к сложному, и что, допустим, если вы на первые цветы будете, там, вам будет выделяться время неделю, то в дальнейшем даже на такие сложные, как пион, я не знаю, там, что у нас еще сложное есть, ну, мне кажется, сложнее пиона нет, будет уже, там, вы можете там 2-3 цветка за день уже успевать отрабатывать и выполнять. Значит, да, я преподавала весь прошлый год очно, объездила 17 городов, выучила 320 человек. Некоторые человеки, которые сейчас смотрят эфир, тоже были участниками этого процесса. Вот, что мне безумно приятно, они поддерживают меня всегда на моих эфирах. Но с каждым днем у меня становилось все больше и больше опыта, боже мой, все больше и больше идей. Я понимала, что в очный курс их втиснуть практически невозможно, так как огромный объем информации он просто не усваивается. По сути, по моим наблюдениям, да, по моим, как бы, по отзывам моих студентов, я проводила всякие разные анкетирования, опросы, я поняла, что от 30, ну, максимум, даже половина информации не усваивается после очного, потому что за счет огромного объема информации мозги отключаются. И по вторнике, когда девочки приходят на повторник и говорят: ого, сколько нового, я говорю: да ничего нового, я одно и то же, как попугай, повторяю, просто вы не усвоили это из-за того, что было направлено ваше внимание немножко на другие вещи. А я хочу действительно учить людей, мне не нужно собирать бабло, мне хочу, чтобы люди выходили после моего курса наполненные знаниями и практическими знаниями в первую очередь, которые помогали бы им делать то, что они хотят, расти творчески, расти профессионально. Я буду со своим букетом стоять и вам рассказывать, чтобы было красиво. И поэтому я поняла, что надо переходить на онлайн, но с онлайном опять какая проблема? Проблема в том, что говорят: вот на онлайн нельзя поставить руку. Я все время думала, что же это такое поставить руку? Потом поняла. Вы наверняка сталкивались с тем, кто-то, наверное, покупал уроки по флористике там, кремовой, либо зефирной, что мастер, когда вам на видео, либо вживую даже показывает, как сделать цветок, он говорит: ну вот делай вот так и вот так. То есть, а как вот так? Он просто ведет рукой, да, вы видите, что человек делает? Комментарии его абсолютно никакой информации не несут. То есть, что за вот так? А вот это вот так мастер компенсирует каким образом? Он подходит к вам, берет ваши руки в свои руки, я точно так же пыталась сделать, и доводит руками до нужной консистенции, да, ваше движение. Но опять же, это получается, что вы обучаетесь на уровне бессознательного, вы запоминаете только эти движения, и все. То есть вот есть в программе курса, да, там 6, 8, 10 цветов. По моему опыту и глядя на работу сейчас большинства зефирных мастериц, в арсенале что у нас обычно? Роза, в лучшем случае 2 варианта: роза, бутон розы. Пиончик — это когда такие тычиночки, травка торчит, вокруг 2-3
лепестков, гортензия, потом что у нас еще идет? Роза, гортензия, ягодка какая-нибудь, листочек. Какие еще цветы, девчонки, подсказываете у большинства в букетах? И все. И все. И вот они, вот эти цветочки просто миксуют между собой, да, меняют им цвет, меняют соотношение размеров, меняют композиции в букете. Все. Дальше стук. Что делаю я? Как учу я? Я даю не рыбу, мы не за ограниченные движения вас, да, к результату одна и та же розочка. Я даю вам удочку, благодаря которой вы понимаете, как повернуть руку, глядя на живой цветок, как повернуть руку так, чтобы одной насадкой сделать 20 разных цветов. Я даю базу, также и в зефире, в рецептах зефира, базу, благодаря которой вы сможете делать миллион рецептов зефира. Вам не нужно покупать сборник зефира за 199 рублей распродажа сегодня. Вы поняли базу заварную, базу. Сколько нужно ягод положить, чтобы получился вкусный зефир на пожрание. Что вам нужно сделать, чтобы лепесток для пиона? Что вам нужно, какие пропорции сахара, я не знаю, варенья, там, белка и воды нужно вам долить, насыпать, чтобы у вас получался тонкий лепесток у хризантемы? Что вам нужно сделать, чтобы уменьшить количество сахара и прочее? То есть вот эти все знания у вас будут, и вы будете сами придумывать рецепты зефира. Это моменты для себя, вы будете видеть, что вот, ага, вот в этом цветке у меня вот такие сложности. Делать зефир. Ага, а я знаю, что если я вот изменю пропорцию, вести себя вот так, значит, есть, что если я сделаю это, я свою проблему решу. Это уникальные знания, это уникальные навыки, которые вам их применять везде, в контейнерный торт, пожалуйста. Для зефирного торта вам не нужно бить жесткий зефир, как, допустим, для... Ну, вы понимаете, что он прекрасно будет, если он из крема, который не схватывается, да, держит форму. Так, значит, зефира, даже вы будете, ну, как бы, там, меняете количество, получается нежнейшее суфле, ягодным, там, или фруктовым вкусом, и прочее. Вот. А, кстати, по поводу виснем. Карина опять забыла отключить VPN. Зависнем очень сильно, а потом отвиснем. Прекрасно показывать. Если после этого вы зависаете, выходите, пожалуйста, из эфира и заходите обратно. Эфир обязательно сохранится в записи. Вы сможете его пересматривать столько, сколько угодно. Поэтому, если вы хотите нормальное, хорошее, основательное, не хорошее, отличное обучение, которое позволит вам учиться в нужном, в удобном для вас темпе, в комфортном для вас темпе, в удобное для вас время, не дергаясь, совершенно спокойно усваивать ту информацию, которая вам нужна. С вами буду постоянно я 24/7 в записи, да, не буду вам давать филонить. У нас каждую неделю будут живые встречи, на которых я буду вам объяснять ваши ошибки, досконально залазить в каждую проблему, вытаскивать ее наружу и решать ее вместе с вами. Там не сможете участвовать в записи, потом будут эти встречи, вы потом зададите вопросы в чат. Никого мы не оставим отстающим, там, не успевающим или не справляющимся. Вы прекрасно знаете, на очном обучении всегда кто-то делает лучше, кто-то делает хуже, из-за этого нервничает и расстраивается. Поэтому я за онлайн, но за мой онлайн, не просто какие-то сферические уроки в вакууме, за которые вы заплатили деньги, смотрите их, что-то там ковыряете, у вас не получается, вы психуете, бросаете и забиваете. Со мной так не получится, от меня все уйдут со знаниями преподавателя. Почему я такая самоуверенная и наглая? Потому что у меня самый большой процент студентов, хотя я выучила не 10 тысяч учеников у меня было, даже не 1000 учеников у меня было всего-навсего 320 учеников, у меня самый большой процент девочек, которые после того, как выучились у меня, стали делать букеты на заказ, они стали востребованы как преподаватели и стали преподавать зефирную флористику очень хорошо, качественно, там, вот Амина, я все время забываю ее фамилию, из Киева.
моя студентка, Алсу Гореева, моя студентка, Марципанчик НСК, моя студентка. Есть еще куча девочек, которые скромничают. Я просила, напишите, кто преподает. Они, видимо, испугались, думали, я буду ругать. Нет, я обязательно еще сделаю пост со списком своих девчонок, кто преподает, кто успешно это делает, у кого шикарные букеты. Дело в том, что мой курс рассчитан на то, чтобы раскрыть ваш потенциал, ваш собственный. Поэтому вы пойдете по своей дороге. У вас будут именно свои цветы, вы полюбите свои там цветовые сочетания, какие-то там фишечки в каждый цветок внесете. Вы будете неповторимым творцом своей вселенной зефирных цветов. Разве это не прекрасно? Итак, еще раз, для новоприбывших заходим, пожалуйста, в чат и пишем, кто чем сейчас занимается, когда меня смотрит. А мы, наконец-таки, начинаем делать зефир, потому что у нас сегодня очень сложный цветочек. С одной стороны, если ты не понимаешь, глядя на него, как его делать. Мы его сегодня сделаем 2 насадками, чтобы не было вот этого вот всего. Я вам покажу, что значит, когда ты правильно ставишь руку, когда ты понимаешь, куда ты лезешь, да, что ты делаешь, и у тебя получаться будет в любом случае. Значит, у нас мы будем работать, один цветок мы будем делать прямой насадкой 2 размеров, просто чтобы не корячиться, было удобней. Где же у нас? Значит, насадка 128 и насадка 201. Это прямая роза. Они бывают разных размеров. От массипусечной вот такой до вообще вот такой вот гигантской. У меня где-то валяется она чудовищных размеров. Вот, да, вот такой вот здоровущий. И, конечно же, изогнутая насадка 202, то есть у нее выход 3,5 сантиметра. И еще насадка 874. Где она тут у меня? Вечно пропадающий мои. А вот, она чуть меньше, то есть 3,5 сантиметра выход. Ой, 3 сантиметра и 3,5 сантиметра выход. Девочки, кто висит, выходим и заходим. Не надо жаловаться в чат. Я вас всех люблю, обожаю. Говорите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, рассказывайте. Мне нужен живой чат, потому что иногда я начинаю вот это вот про курс свои хвастаться, а как бы надо же развлекать народ, поэтому развлекайте себя сами, рассказывайте, кто чем занят. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Итак, все, я сейчас попробую засечь время, посмотреть, за сколько времени мы с вами сделаем зефир. Так, сейчас нужно подготовить насадочки. Сейчас сделаю все сначала, чтобы не отвлекаться. Вы же знаете, те, кто меня смотрит постоянно, вы знаете, я вечно куда-нибудь ускочу, завлекусь. Но, девчонки, могу сказать еще такую вещь. Помимо того, что мы научимся делать красивые цветы, казалось бы, да, все, куда еще стремиться? Мы научились делать красивые цветы. Ага, не так все просто. Если вы живете в небольшом городе, не факт, что к вам прибегут с распростертыми объятиями выхватывать у вас эти прекрасные цветы. Ничего подобного. Поэтому мой курс не о том, как делать как научиться делать зефирные цветы. Это как бы само собой разумеющееся. Мой курс о том, как находить клиентов, как зарабатывать на зефирных цветах, которые, без сомнения, вас очень волнуют, вам очень нравятся, глядя на которые у вас захватывает дух и начинает сильнее биться сердце, потому что вы чувствуете, что это ваше. Ну, какой-то кайф, когда вы держите в руках вот такое вот воздушное, нежное чудо, которое такое красивое и еще и вкусное. Что может быть еще прекрасней? Его можно слопать, покрутить в руках, понюхать, пожамкать, а потом съесть, полюбоваться. В общем, у каждого из нас есть мечта. И вот чтобы эта мечта осуществилась, как правило, за крайне редким исключением, для этого нужны деньги. И очень здорово, когда за то, что мы делаем с любовью и с душой, люди платят нам деньги. Так вот, мой курс про то, как научиться зарабатывать деньги на свои мечты через творчество, через зефирные цветы. Такая вот у меня высокая миссия.
Итак, мы подготовили насадки. Вот они у нас все. У нас есть гвоздик, у меня он всегда грязный, чтобы лучше лип цветочек к нему. 7,5 сантиметров. Есть еще подставка. Ну, по крайней мере, была. Но сейчас я ее не вижу. Подставка под гвоздик. Зря я об этом сказала. А нет, вот она есть. У меня вот такой вот кубик. Надо его обновить. Добрый вечер, Карина. Очень рада вас видеть вновь и слышать. Но, к сожалению, мой телефон что-то капризничает. Запись будет? Конечно, будет. У меня у каждого эфира запись. Вы чего? Как же я вас и без записи оставлю? Так, что нам еще нужно? Нам еще нужна влажная тряпочка. Сейчас я принесу. Обязательно мой верный спутник, это моя влажная тряпочка. С зефиром нужно обязательно работать с ней, вытирать насадку, увлажнять руки, чтобы браться потом за схватившиеся цветы. Все, мы начинаем с вами делать зефир. Так, ну, мы не будем засекать время с момента, время, когда мы отвешиваем ингредиенты, потому что у всех может быть разная скорость, кто-то забыл весы, как, например, я, опять же таки, ну, сейчас приду. Мы сейчас все взвесим и засечем время с момента запуска плиты и миксера. Итак, в чашу миксера мы делаем по рецепту по моему заварной, господи, что я привязалась к этому заварному? Классический зефир. У меня яйцо сорт 1, но выглядит оно как сорт отборное. По весам у меня получилось 34 грамма. Рецепт будет в рекламном посте. Если вы пропустили какую-то циферку, не услышали, что сейчас кладется, ничего страшного. В любом случае нужно обязательно пересмотреть ключевые моменты эфира, да, где мы начинаем варить зефир. 34 грамма здесь у нас. Я использую мамино варенье, которое она оставила мне всего одну баночку, остальные все она вылила, как сегодня выяснилось, потому что они целый год стояли. Значит, я выливаю сюда варенье. У меня здесь будет 105 граммов. Добавляю лимонную кислоту. Очень немного, это буквально щепоточка. Во-первых, она придаст легкую кислинку, во-вторых, она предотвратит засахаривание зефира при хранении. У меня самый простой зефир. Белок, варенье, сахар, агар. Все, никаких инвертных сиропов, никаких сиропов глюкозы. Для своего зефира, который я делаю для клиентов, я добавляю сироп глюкозы, так как он на 25% менее сладкий, чем сахар. Обладает теми же самыми свойствами, что и лимонка. Предотвращает засахаривание, это типа консервант. Вот, и что еще? И он сохраняет лучше влажность. Сироп глюкозы задерживает влагу, именно ту, которая нам нужна. Значит, у нас здесь все готово. Мы ставим пока подготовка на старт, внимание, марш. Дальше мы берем ковшик. Наливаем в ковшик 100 граммов воды. Агар у меня китайский, марки 900. Значит, девочки, в моем рецепте зефира не нужны супер-пупер агары. Самый обычный агар из перекрестка, из ленты, из Дикси прекрасно подойдет. 4-6 граммов. Как шлепнули, так шлепнули. Для начинающих не критично. Когда я взвешиваю, когда я работаю, я взвешиваю на ювелирных весах, чтобы экономить, для того, чтобы после 10 замесов у меня получится 10 грамм агара. Это 2 замеса еще дополнительных. Все, мы ставим на плиту. Итак, засекаем время, чтобы узнать, за сколько же времени можно сделать мой зефир.
Сейчас 19:38. На старт, внимание, марш. Я включаю технику. Пошел греться сироп. Кенвуд собака будет сейчас меня подводить, эта чертова балалайка, и долго заводиться. Вы уже, считай, взбиваете. Давай, тварь такая. Бесит он меня. Все, поехали. Ставлю я сразу на 5, потому что четверка наша нифига не взбила. У меня миксер с подогревом. Я подогреваю зефир при температуре 65 градусов. Но мой зефир прекрасно можно приготовить и на обычном миксере без подогрева. Ничего страшного не произойдет, все прекрасно получится. Главное взбить белки с вареньем до жестких пиков, и все. Не понимаю, какая мама вылила варенье, а мы смотрим, квасим из старого. Самогон квасим, ну мы просто не пьющие. Все, у меня что-то со зрением, я очки свои потеряла, блин, не могу читать. В общем, привет, девчонки, всем, кто в нашем чатике. Опять-таки, новенькие, пишем, кто сейчас чем занимается, пока меня смотрит. У нас мы в 19:38 по моим часам, которые на духовке, запустили зефир. Мы сейчас посмотрим, за сколько времени можно сделать мой зефир. Причем, если бы у меня был миксер с двумя венчиками, он бы взбил быстрее, чем Кенвуд. Белки, по крайней мере. Китенька пришла проконтролировать процесс. Китенька, ты пришла проконтролировать? Ты Китенька? Она Китенька. Друзья, особо впечатлительные, особо брезгливые и нервные. У меня животные на эфирах только для того, чтобы вас еще больше впечатлить и нервировать. Сейчас процесс идет для того, чтобы вы развлеклись. Эти цветы никто есть не будет. И здесь, на этой кухне, я не занимаюсь производством зефира на заказ. Здесь у меня мастерская для съемки онлайн-курса и проведения прямых эфиров. Поэтому я здесь могу делать все, что угодно. Света. Вон там уже. Девчонки, пожалуйста, белки у нас одно яйцо. Рецепт будет в рекламном посте, не переживайте. Итак, что у нас происходит? У нас здесь с вами вода с агаром превратились в густой гель. Посмотрите, какой он густой. Падает кусочками аж с венчиком. Мы тщательно перемешиваем, если у нас здесь образовались комочки. И теперь насыпаем сахар. Да, я же хотела все на весах. Обычно я на глаз все делаю. Граммов сахара. У нас было 35 грамм белка, там 33 грамма белка. А здесь у нас 120 граммов сахара. Все тщательно перемешали. И опять на плиту. У нас белки взбились до мыльной пены. Мы сейчас прибавляем скорость на максимум. Боже мой! На максимум, я сказала. Не могу я подружиться с миксером. Не могу. Вот Лидия Щетинина пишет, что делает по моему рецепту без подогрева. Шикарно. Мы тут кое-кого сейчас вышвырнем с эфира. Итак, что вам хочу сказать хорошего? Приходите 15 сентября в 19:00 на мой прямой эфир по зефирной флористике. Там мы с вами сделаем пион в корейской технике. Это вот такой вот красивый пиончик.
Потом, естественно, я отвечу на все ваши вопросы, расскажу еще про свой курс, много-много всего интересного. И заряжу вас позитивом, любовью к зефиру и постараюсь развеять все ваши страхи. 19:38 мы начали, сейчас 19:43, и зефир у нас практически наполовину готов. У меня закипел сироп, я убавила мощность на 1/3 где-то. То есть у меня было 1300, я убавила до 800 и продолжаем варить. Мой прямой эфир, который будет 15 сентября в 19:00, будет проходить хрен знает где еще пока. Мы вот сегодня пытались понять, где мы будем его проводить, и, судя по всему, придется нам проводить его ВКонтакте. А мы так хотели сделать красивый эфир со слайд-шоу, с примерами моих работ, что у меня было и что стало, и чего добились мои студенты. Но, судя по всему, я буду вам показывать все на пальцах. И в лучшем случае покажу опять те же самые букеты, которые я собрала. Но все впереди, мы работаем над этим. Дорогу, как говорится, осилит идущий. Вот, Тамара Гаврик обворачивает чашу миксера полотенцем, чтобы медленнее остывал. А еще на нашем курсе есть девочка, муж которой изобрел систему подогрева для любого миксера. У нас вот такие чудесные студентки есть. Карина, здравствуйте, что-то я на вашей странице не нашла анкету. А вы полистайте вниз, там фотография в кабачок. Увидите, если там фотография с кабачком, в этой публикации там анкета. Анкета предзаписи, благодаря которой мы узнаем о вас больше информации, поймем, какой курс, в каком формате лучше вам подойдет. Мы заботимся о вас. У меня действительно курс ориентирован на студентов. Я хочу, чтобы каждая, кто пришла, не просто выкинула деньги. Есть такие люди, которые покупают очень дорогие даже курсы и не проходят их. Я хочу, чтобы каждый человек прошел мой курс, выучился, дал мне бешеные результаты, чтобы я могла хвастаться вами. Я хочу, чем больше людей я научу делать классные цветы, тем большим количеством людей я буду хвастаться. Я хочу хвастаться своими результатами своего труда, своими работами. Букетами я уже нахвасталась, я теперь хочу людьми успешными, которые стали успешными благодаря мне, хвастаться. Это же намного круче. Сегодня мы делаем цветочек корейский пион, только не такой вот, а немножко другой, фантазийный. Он будет такой кучерявый, двумя видами насадок. А, собственно, все. Время 19:46. У нас уже полностью готов сироп. Вот как он выглядит. Можно было бы и раньше начать вливать, я просто с вами заболталась. Чаша миксера, у меня жесткие пики, я не буду показывать, тратить время, мы же смотрим, за сколько времени мы приготовить сможем зефир. Я вливаю сироп. И все, как только я закончила вливать сироп, у меня зефир сразу же захлопал в чаше. Это говорит о том, что он готов. Зефир по классической технологии без подогрева нельзя взбивать дольше минуты. Надо срочно мне зарядку подключить. А то сейчас мы с вами останемся без эфира. Все, мой зефир готов. Прошло ровно 10 минут. Зефир, который делается за 10 минут, девчонки, за 10 минут, и ваш зефир готов. Стоямба!
Минимальное количество ингредиентов, абсолютно доступные ингредиенты всем, в любых городах и селах. Время приготовления минимальное. Ручным миксером вы взбили бы вот именно эту порцию, это количество зефира взбивается примерно одинаково. Ну, максимум бы на 5 минут больше, но все равно зефир за 15 минут это не менее шикарно. Закладываем в большой мешок. Какой он горяченький. Зажим, скальпель, спирт, огурец. Все. Итак, первая наша насадочка 874, которую я хреново отрезала. Все, прячем в теплый мешок. Все готово. Итак, приступаем. Я переключаюсь уже на серьезный лад. У нас теперь не до шуточек. У нас зефир, у нас цветочек. Все вот делают по моему рецепту без подогрева. Все отлично. Делаем основание, да, широкая часть внизу, кончик вверху. Втыкаем насадку прямо в этот самый. Люстра шатается, естественно. У меня ж там. Все, и давим как бы в квадратик в наш бумажный зефир и крутим одновременно гвозди. Получаем вот такое вот основание. Дальше. На этом основании мы начинаем выписывать вот под таким вот углом, под 45 градусов, ставим насадку. Я вот раза два делала такой пион, я уже забыла, как он делается, поэтому все сначала. Начинаем отсаживать лепесточки. Просто сначала в хаотичном порядке, но чтобы они вот такую вот гулечку из себя сделали. И теперь начинаем отсаживать по 3 лепестка подряд. Каждый лепесточек выше и выше. Чтобы как бы такими ступенечками они торчали. Вот у нас такие получаются штучки. Дальше укрепляем основание. Опять начинаем по 3 лепесточка раскрывать уже. Опять выше, выше и выше. Видите, какая высота? У вас у всех, у большинства, у тех, кто самоучки особенно, вы боитесь высоты цветка. Вы его раскапустиваете на всю ширину гвоздика. Вот мы сделали вот такое лохматое основание. Теперь мы это основание начинаем раскрывать разными лепестками, как будто бы они отвалились, но тоже по 3. В одну сторону делаем 3 лепесточка. В другую сторону делаем 3 лепесточка. Они уже у нас начинают теперь опускаться вниз. Мы их не увеличиваем, а просто, допустим, где нужно, где бы мы сделали большой лепесток, мы делаем там 2 лепестка по ширине. Вот такая вот у нас, видите, какая получается месиво такое красивое из лепесточков.
То есть у нас направление, я вам сейчас покажу, встречное вот таким вот углом. Вот здесь мы растим лепестки, вот здесь мы растим с краев лепестки. Они у нас потом встречаются таким домиком и пересекаются, вот как здесь. Видите, они у нас домиком встретились, пересеклись. Вот мы сделали такой красивущий, пышнючий пион. Где моя подставка? Такой пион одной насадкой великолепно тоже смотрится. Посмотрите, какой он кучерявый. Но мы хотим добить. И поэтому мы берем насадку 202 и делаем, обрамляем пион побольше лепесточками. Уже такими большими. Просто по 2 лепестка. К моему величайшему сожалению, я не училась в Корее. Представляете, что было бы, если бы я училась в Корее? То есть, когда я говорю, что мы делаем пион в корейской технике, ну, это фантазийный цветочек. Я просто пытаюсь повторить то, что вижу. А кто был у меня на курсах, помните, как я ругалась и говорила? Никогда не пытайтесь повторить то, что просто видите уже в готовом цветке, потому что очень часто то, что мы видим, обманчиво. На самом деле делается это совсем по-другому. Поэтому мои пионы очень отдаленно напоминают настоящие корейские, потому что я лох, я не училась в Корее. Поэтому я имитирую корейскую технику. Но чтобы было понятно, у меня королевский пион и пион в корейской технике. Теперь мы прямой насадочкой попробуем сделать такой же пион. Я, конечно, размотала тот. Он у меня получился огромный. И на этот пиончик у меня будет маленький, чтобы хватило. Так, здесь тоже та же самая история. У нас лепесточки. Просто если у нас изогнутая насадка сама по себе работает, да, за счет своей формы, нам не нужно работать руками, она сама гнет зефир, который из нее выходит. Здесь же у нас всегда выходит прямой лепесток. И чтобы все-таки получилось то, что мы хотим, нам приходится работать руками. И именно этому я учу у себя на курсах. Как сделать так, чтобы у вас был предсказуемый результат, чтобы то, что вы хотите сделать, у вас и получалось. Чтобы вы понимали, какими движениями вам нужно работать с теми или иными насадками, как крутить гвоздь, и чтобы всегда у вас был стабильный результат. Вот кто смотрит на корейцев, обратите внимание, вы же помните, видели, что практически у всех разные мастера, разные школы, но у всех цветы одинаковые, одинаково красивые. Почему? Потому что у них есть эта гребаная база, каноны, да, по определенным канонам они держат насадку, под определенным углом они ее двигают, и поэтому у них всегда предсказуемый и потрясающий красивый результат. Вот я своим скудным умишкам, по крайней мере, дотукала, что нужно какую-то базу все равно придумать, сделать, чтобы потом студенты могли благодаря этой базе тоже куда-то двигаться. Смотрите, какую я завитушку сложную наделала в серединке. А здесь вот мы серединку сделали вот такую сложную, видите, остановились и поменяли насадку на более крупную. И поэтому, когда у вас есть база, когда вы понимаете, что будет, если вы сделаете так или иначе, тогда перед вами раскрывается море возможностей. Куча, вы становитесь королевой лепестков, повелительницей лепестков. То есть, что бы вы ни захотели, все у вас получается, потому что вы не боитесь насадку, вы не боитесь зефир, вы не боитесь гвоздь крутить, у вас все получается играючи и легко.
И этому я учу себя на курсе, чтобы вы играючи справлялись с очень сложными для вас, на первый взгляд, для новичков особенно, с очень сложными задачами, вы справлялись легко. Посмотрите, какой пышнюшечка у нас получился прямой насадкой. Какой вывод мы делаем? Не в насадке дело, а в том, как ее повернуть, с какой силой надавить на мешок и что ты при этом хочешь получить. Знать. Честно говоря, я не знала, что я сейчас получу, но я старалась. Ну и из остаточков можно какой-нибудь бутончик тоже пышненький сделать. Ути-пути. Посмотрите, какая ути-путечка получилась. Определенно я сегодня в ударе. Уже не лезет. Так, это все, конечно, хорошо, но я не хочу делать пионы фиолетовые. Я хочу какого-нибудь другого цвета их сделать. Понежней. И сейчас случится страшное. Мы сейчас с вами сделаем цвет для пиона. Мы сейчас с вами пойдем в мой бардак. Найдем пустую баночку или полупустую. Смотрите, что у меня лежит в коробочке. Ужас. Так, подождите. Короче, полупустая баночка у нас есть. Ой, смотрите, смотрите, видите, я себе делаю уголок мытья. Вот мне вчера привезли мебель. Мне сейчас нужно сделать столешницу. И у меня будет супер уголок вот с такими крючочками, которые сушат. А это на которые сушатся эти мешочки. Вот так вот мешочки. Раз. И сушатся. А это все я лепила. Лепила. Теперь у меня шкафы. Все, зависли? Мы зависли. Отлично. Понятно, менее 10% зарядки. Срочно подключаемся. Итак, у нас... Да что ж такое? У нас есть полупустая баночка с красителем. Мы сейчас берем бумажку. Прямо сейчас вот я отодвину. Ничего себе, полупустая баночка. Тут красителя море оказалось. Дальше. Берем пустой целлофановый пакетик. И думаем, какого цвета нам сделать пион. Я хочу красный. Смешать с очень небольшим количеством коричневого. Блин, а у меня здесь темный. Сейчас, подождите, я вернусь.
Вот наверняка у меня есть открытый коричневый, но у меня сейчас нет времени его искать. Поэтому 115-я открытая баночка у меня сейчас будет коричневого красителя. Аккуратненько вынимаем, чтобы не вытащить сеточку. Чуть-чуть насыпаем, перемешиваем, смотрим. Еще чуть-чуть. Угу. Закрываем. Теперь хочу сюда все равно, у меня есть малиновый, не розовый, а малиновый. Чуть-чуть сюда его тряхануть. Вот. Затем это будет яркий, а я хочу нежно-розовый. Поэтому я беру остатки кукурузного крахмала, высыпаю весь его туда и перемешиваю. Получается поганенький цвет. Этот поганенький цвет я отстригаю у мешочка уголок, вставляю в банку и высыпаю. Как раз пока я вожусь с этим красителем, у меня пиончики подстабилизировались. Все, и никакого красителя вокруг не рассыпано. Все прекрасно. Я через жопу отстригла, конечно, ну ладно. Вот, у нас теперь здесь новая красочка. А вот эту оранжевую, я же ее тут же рассыплю и куда-нибудь дену. Вы же понимаете это. Я ее сейчас сыплю в другую банку с оранжевым. Итак, пробуем на бутоне. Бутончик у нас более яркий будет. Трясем. Сначала у нас оранжевый, конечно же, сыпется. О, то, что надо. Отличный цвет получается. Его пока так еще не видать. Но мне скучно, когда у нас одним цветом покрыт цветок. Я обязательно добавлю зеленого и чуть-чуть поярче красный хочу в серединку. Вот так я его тонирую, вот такой бутон. И теперь погнали окрашивать уже большие пиончики. Серединка у нас потемнее, края лепестков более светлые. Такая вот нежнятина. Дальше все равно чуть-чуть издалека подзеленю краешки, можно даже серединку зеленить, позеленить и красненьким оттенить центр. Посмотрите, какой шикарный цветочек. И вы еще сомневаетесь, к кому идти учиться?
продолжайте. А другие пойдут. А у нас будет хэштег, которым будем отмечать свои продающиеся букеты в аккаунтах. И по этому хэштегу каждую неделю будут выходить работы тех студентов, которые хотят заработать баллы, за которые они смогут купить еще больше цветов и всякой полезной информации. Помимо зефирных цветов у меня будет еще там куча всяких штук интересных. И вы будете все это видеть и думать, какая же я балда Ивановна. Можно вообще вот так оставить. Но покой нам только снится. Еще урони. Тетя Карина. Ну все, друзья. Я сейчас возьму в свои коробки на миллион. Как там девчонки выразились. У меня здесь листочки на любой вкус и цвет. И на любой кошелек. Подложу этим пиончиком листочки для красоты. Сейчас я их красиво тут положу, чтобы вам все это продемонстрировать во всей своей красе. Чтобы вы ахнули. Ой, можно вот так, чик. Не можно. Что я там делаю? Секрет. Большой-большой секрет. Большой секрет для маленькой такой компании, для дружной такой компании. Огромный такой секрет. Пам-пам-парам-пам-пам. Смотрим, что у нас получилось. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Конечно же, листочки зефир. Естественно. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Посмотрите, какой бутошечка. Па-ба-ба-бам. Па-ба-ба-бам. Ай, сяй. Красосяй. Красосяй. И Карина сейчас роняет телефон на пионы. Сейчас я даже скриншотик сделаю. Хрен. Карина не умеет делать скриншот. Супер. Ну что, друзья, с вами была королева зефирных букетов. Ой, цветов. В букетах, кстати, я лох. Я вообще лошара. Но, если вы умеете делать цветы, то научиться делать букеты гораздо более проще, чем делать цветы. Королева зефирных цветов показала вам короля цветов пион в корейской технике. У нас получился прекрасный, просто великолепный. Вот такой вот сочненький, жирненький. Видите, как он прям теряется, когда
без лепесточков и без зелененьких, и без фронтальной камеры. Вот такие шикарные пионы мы с вами сделали. Этими самыми своими эфирами я пытаюсь вам показать и рассказать, насколько безграничны ваши возможности в зефирной флористике. Если я такое творю на прямых бесплатных эфирах, задумываетесь ли вы когда-нибудь, что мы с вами будем творить на платных курсах? Итак, девочки, мальчики, приходите ко мне учиться. Если сомневаетесь, приходите ко мне на мой прямой эфир, который будет 15 сентября в 19 часов. Где он будет? Следите.